Добрый день, мои дорогие! Сегодня с вами опять Анита, и сейчас начинаю снимать серию роликов про то, как сделать перфокарты и файлы для электронных машин и перфокарточных для вязания мозаичного узора или ленивый жаккард, как у нас называется. И сегодня немножко про перфокарточные машины. То есть для перфокарточных машин мы выбираем рисунок, раппорт которого кратный 24 петлям. Я выбрала вот такой рисуночек. Вы можете выбирать по своему усмотрению. Высота рисунка не ограничена. По ширине у меня 12 петель, то есть на перфокарте такой рисунок будет в 2 раза, два раппорта будет. Ширину раппорта мы можем регулировать вот этими рядами, иглами, столбиками справа, слева, но можем адаптировать так, как нам необходимо, чтобы было там 6 петель, 4, 8 петель, 12, как у меня, или один раппорт 24 петли. Итак, как я показываю пока в программе ДК, но будем смотреть, что это, думать, то есть, что это просто лист. Просто здесь вам будет более четко видно. Итак, узор у нас вяжется в двойную высоту, но двойную высоту мы выставим потом уже на карте. В данный момент я покажу, как нам на бумаге, вот у нас нарисованный на бумаге рисуночек, и мы его будем сейчас размечать вспомогательными значками, то есть точками, чтобы нам знать, какие пробивать нам клетки. Итак, для этого я возьму свой карандаш и буду отмечать. То есть у нас два вида рядов здесь. Здесь у нас ряды, где у нас в основном, так сказать, по цветному рисунку не пробитые клетки и клетки рисунка пробитые. Но так как мы вяжем каждый цвет отдельно, то нам необходимо указать машине на карте, чтобы она вязала отдельно как клетки основы, так и клетки рисунка. Для этого ставим точки. Ставим точки. У нас есть не пробитые, то есть белые клетки у нас не пробитые по цветному рисунку и в схемах ручного вязания. А красные клетки у нас считаются пробитыми. Нам надо отметить попеременно в одном ряду не пробитые клетки, чтобы их пробить, а в другом ряду мы будем отмечать как бы пробитые клетки, то есть цветные клетки. Ставим туда просто автоматически точки. То есть и так через ряд. То есть в этом первом, третьем, пятом, седьмом, девятом и 11 рядах мы будем отмечать белые точки, белые клетки. В парных рядах мы будем отмечать точками красные клетки. То есть красные клетки. То есть я сделала предварительную разметку, какие клетки мне нужно отмечать в этом ряду. И далее я уже иду и просто автоматически отмечаю клеточки. В первом, третьем ряду я отмечаю белые клетки, красную пропускаю, белые отмечаю, красную пропустила. Так проходим сначала. Здесь я ошиблась немножко. Здесь
ошиблась. То есть здесь отмечаем белые клетки через ряд. Работа немножко кропотливая, но она этого стоит. Не так. И последний уже ряд. Прямо на ваших глазах все произошло. Так, теперь, так, чтобы я рассказываю в такой последовательности, чтобы не заморочить себе голову и меньше сделать ошибок. Далее отмечаем парные ряды. Второй отмечаем там только красные клетки. Вот здесь у нас точки идут по красным клеткам. Сейчас многие кутюр вяжут свитера на свои подиумы именно вот этим узором. Вот. Я отметила все клетки точками. И теперь далее. Нам пробивать нужно каждый ряд 2 раза только те клетки, которые отмечены точками. То есть в реальности будет у нас выглядеть, карта должна выглядеть вот таким образом. В 2 раза длиннее. То есть мы пробиваем все точки, все клетки, извиняюсь, где у нас отмечены точки. Например, первый, второй ряд пробиваем все клетки. Третий и четвертый ряд пробиваем только красные клетки. Белые клетки у нас здесь останутся не пробитыми. Вязание, карту мы устанавливаем, делаем отметку на бразерах на первом ряду и начинаем вязание основной нитью с правой стороны на левую. Карта считывается. Будет считан первый ряд. С левой стороны мы можем уже провязать. У нас будет провязан первый ряд. Слева направо. И будет прочитан второй ряд. Когда будем вязать второй ряд, у нас прочитается третий ряд. На левой стороне у нас происходит смена цвета. Хочу, сразу забегая вперед, скажу, что я использовала для вязания этого узора, такого плана узора, двухфантурный сменник цвета. Почему двухфантурный? Потому что он у меня просто лучше работает при поднятой верхней фантуре. Идет очень быстро. Не у всех есть однофантурные сменники цвета. В то же время не обязательно иметь сменник цвета. Все это мы можем делать вручную. И сейчас будем смотреть, как я на карте буду отмечать эти наши дырочки, которые нам необходимо пробить. Итак, переходим на рисование карты. Берем свой файл с проставленными точками и смотрим. И делаем отметки на тех клеточках перфокарты, начиная с первого ряда. Там, где у нас проставлены черные точки, это будет вязаться нитью основы. Точки там, где у нас по цветному проставлено, будут вязаться цветом. Поэтому я рекомендую, чтобы меньше была возможность запутаться, так и рисовать. Там, где проставлены черные точки, там рисовать черным цветом. Там, где у нас есть цвет, там, где проставлены на красном фоне белые точки, то есть рисуем здесь. Вот так по 2 ряда
Продолжаем одним цветом и другим цветом. Далее про разметку карты. Чтобы не запутаться, советую именно в этой карте проставить вот таким образом смена нити. При старте у нас будет стоять первая, вот в этом месте у нас будет стоять карта. И чтобы мы видели, как нам это надо вязать, здесь мы ставим цифру 1. Мы отвяжем, у нас карта продвинется туда-обратно и прочитает нам второй, третий и четвертый ряд. Третий ряд она прочитает, где нам нужно будет, который нам нужно будет вязать уже нитью номер 2. Это будет третий ряд. Здесь мы ставим строго напротив третьего ряда двоечку. Пропускаем 2 ряда, то есть 1, 2, здесь ставим единицу. 1, 2, ставим двоечку, да? То есть считаем ряд, на котором у нас проставлена цифра. Это 1, 2, 2, и наверху ставим цифру. Я надеюсь, что это было понятно. Далее про вязание. Просто коротко скажу, что вставляем карту на стоп. Каретка у нас справа. У нас где-то основная нить фона. Едем справа налево. Запускаем ход карты и вяжем 2 ряда туда-обратно. Вяжем первой нитью. Мы придем на эту двоечку, делаем смену нити и опять 1, 2. Я надеюсь, что этот ролик многим будет полезен. Наверху по ходу ролика есть ссылки на некоторые мои ролики, которые могут быть полезны для тех, у кого однофантурные машины. Еще хочу сказать, чем хорош этот мозаичное вязание или ленивый жаккард. То, что он имеет довольно легкую фактуру. То есть здесь у меня вязана светлая нить в 2 нити. И это тоже в 2 нити темная, да, то есть вязание получается без протяжек, и мы можем смело это показывать в другую сторону. И при носке у нас, при одевании одежды, у нас здесь ничего не цепляется. Тем более, что сейчас вязание именно этой техникой многие кутюр используют в своих показах моделей. Рисунки можем брать из ручных схем. Я показала саму технику, как мы их переводим на язык машины. Кому понравился ролик, ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии и следите за следующими роликами. Те, у кого электронные машины. Будет много интересного про то, как сделать файлы для электронной машины. Подписывайтесь на канал, кто новые зрители. На этом сегодня все. Пока-пока.